хуже Чернобыля, Осекричино-Кыштымская катастрофа, живущая до сих пор. Производственное объединение «Маяк» является одним из крупнейших ядерных объектов в Российской Федерации, в котором находится перерабатывающий завод. Ближайшие населенные пункты – Озерск на северо-западе и Новогорный на юге. Лаврентий Берия руководил советским проектом атомной бомбы. Он руководил строительством плутониевого завода «Маяк» на Южном Урале в период с 1945 по 1948 год в большой спешке и секретности в рамках советского проекта атомной бомбы. Более 40 тысяч узников ГУЛАГа и военнопленных построили завод и закрытый атомный город Озерск, который в то время назывался по секретному почтовому индексу 40. 5 ядерных реакторов были построены для производства плутония, который очищался и подвергался механической обработке для производства оружия. Позже завод стал специализироваться на переработке отработавшего ядерного топлива, ядерных реакторов и плутония из списанного оружия. Как только быстрое производство началось, инженерам не хватило подземного пространства для хранения высокорадиоактивных отходов. Вместо того, чтобы прекратить производство плутония до тех пор, пока не будут построены новые подземные резервуары для хранения отходов. В период с 1949 по 1951 год советские менеджеры сбросили 76 миллионов кубических метров, 2,7 миллиарда кубических футов токсичных химикатов, в том числе 3,2 миллиона кюри высокорадиоактивных отходов. Река Теча – малоподвижная гидросистема, завязшая в болотах и озерах. В то время вдоль реки стояло 40 деревень с общим населением около 28 тысяч человек. Для 24 из них река Теча была основным источником воды, 23 из них были эвакуированы. В течение 45 лет после этого около полумиллиона человек в регионе были облучены в результате одного или нескольких инцидентов, облучение которых в 20 раз превышало дозу облучения жертв Чернобыльской катастрофы за пределами самого завода. В 1951 году исследователи обнаружили сильно загрязненные поселения вдоль реки. После обнаружения солдаты немедленно эвакуировали первую деревню Метлино вниз по реке с населением 1200 человек. В течение следующего десятилетия из реки было переселено еще 10 общин, но самая крупная община, Муслюмова, осталась. Исследователи ежегодно исследовали жителей Муслюмова в ходе эксперимента с участием 4 поколений людей, живущих среди хронических низких доз радиоактивности. Образцы крови показали, что жители деревни получили дозу облучений: цезий 137, рутений 106, стронций 90 и йод 131 внутрь и наружно. Эти изотопы отложились в органах, плоти и костном мозге. Сельские жители жаловались на различные болезни и симптомы, хроническую усталость, проблемы со сном и бесплодием, потерю веса и повышение артериального давления. Частота врожденных недостатков и осложнений при рождении в 3 раза превышала норму. В 1953 году врачи обследовали 587 из 28 тысяч человек, подвергшихся облучению, и обнаружили, что у 200 человек были явные случаи радиационного отравления. В 1957 году «Маяк» стал местом Кыштымской катастрофы, которая на тот момент была самой страшной ядерной аварией в истории. Во время этой катастрофы взорвался плохо обслуживаемый резервуар для хранения, выбросив 20 миллионов кюри, 740 ПБК, в виде 50-100 тонн высокоактивных радиоактивных отходов. Образовавшееся радиоактивное облако
заразила обширную территорию площадью более 750 километров квадратных на Восточном Урале, вызвав болезни и смерть от радиационного отравления. Советское правительство держало эту аварию в тайне около 30 лет. Он оценивается в 6 баллов по 7-уровневой шкале ИНИС. Он третий по степени тяжести, уступая только Чернобылю в Украине и Фукусиме в Японии. По состоянию на 2020 год маяк все еще действует и служит площадкой по переработке отработавшего ядерного топлива. Сегодня завод производит тритий и радиоизотопы, а не плутоний. В последние годы предложения о том, чтобы завод перерабатывал отходы зарубежных ядерных реакторов, вызвали споры. В сентябре 2017 года произошла авария на производственном объединении «Маяк». Приборы показали чрезвычайно высокие радиоактивные загрязнения в поселке Аргаяш в Челябинской области на Южном Урале.